Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Помните, что все в ваших руках. Я только проводник. И карты – это только советы. По большому счету, ваши чувства, мысли и действия сегодня создают ваши завтра. А вот инструменты на канале помогают именно изменить ваш внутренний мир, изменить ваш взгляд. Ведь не человеку надо меняться. Человеку ни в коем случае нельзя меняться. Всегда оставайтесь сами собой. Единственное, что было бы здорово изменить, это отношение. Отношение к миру, отношение к ситуациям, отношение к задачам и отношение к людям. Только таким образом, а никак иначе. Не наступайте себе на горло ни в коем случае. Всегда будьте сами собой. Ну что, сегодня что же 100% непременно произойдет? Даже если вы в это не верите и вы этого не ждете. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Всегда помните об этом. И чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что же 100% произойдет? Первое, что могу сказать, произойдет то, что все ваши планы, все ваши цели и задачи вы будете решать с легкостью, потому что все, что сегодня вы планируете, в ваших силах. Именно это сила, это именно старший аркан сила. И говорит он о том, что все, что я выше сказала, будет идти гармонично, споро, и вы, могу сказать, почувствуете больше уверенности в себе. Поэтому ваши планы в ваших руках, и решение задач и достижение целей 100% произойдет. Притом очень скоро. Кстати, по этой карте это от 8 недель до 8 месяцев. И все же зависит от того, насколько глобальна ваша задача или ваша цель, или ваше желание. Поэтому вперед и только вперед, и наслаждайтесь именно уверенностью в себе. Не самоуверенностью, а уверенностью в себе. Это две разные вещи. Сделаю видео на эту тему, чтобы рассказать вам разницу, и чтобы вы понимали, как себя чувствует уверенный в себе человек и что происходит с самоуверенным человеком. Кстати, лишь самоуверенный человек, он по большому счету абсолютно не уверен в себе. Вот есть большая разница. Давайте же посмотрим, что же еще произойдет в ближайшее время. Ну и в ближайшее время придут новости, придут сообщения, придут ответы на определенные вопросы, и это может касаться как работы, карьеры и бизнеса, так и, могу сказать, межличностных отношений, и это призовет вас действительно к активным действиям. И опять я вижу, что вы приобретете именно уверенность в себе, вы будете действовать, вы будете работать, вы будете творить, вы будете улучшать отношения уже с уверенностью в себе. Вот, видимо, или что-то произошло уже, что поменяло ваше мировоззрение, а может быть, вы таковыми и были. Просто смотрите, что же будет происходить. Для вас это не новость, для тех, кто уверен в себе и
действительно понимает, что все в его или в ее руках, и могу только сказать, что успех обеспечен. Единственное, что по этой карте для лучшего успеха, для ускорения, для улучшения надо будет все-таки двигаться, передвигать ножки. Для межличностных отношений могу сказать, что для девочек молодой человек на пути к вам. Это может быть как ваш партнер, это для тех, кто в отношениях, у кого все нормально, или это может быть новое знакомство, и только в ваших руках ускорить это знакомство или нет, потому что мужчина для знакомства уже на пути к вам. Это мужчина старше 40, шатен с темными глазами, очень прямолинейный, очень открытый, всегда говорит то, что думает. С одной стороны, это не всегда легко, с другой стороны, это прекрасно по той простой причине, что вы всегда знаете, что человек хочет вам сказать, потому что он это озвучивает, и вам легче понимать, как себя вести с этим человеком. Кстати, девочки, если вы старше 40, то мужчина может быть младше вас. Если вы младше 40, то мужчина будет одногодкой или старше вас. Но все по большому счету в ваших руках. Знакомство скоро произойдет. Кстати, для работы, карьеры и бизнеса, если кто-то из вас, для бизнеса, простите, если кто-то ищет партнера, описание мужчины я дала, вот появится вот такой молодой человек, который изъявит желание войти в бизнес. Принимать, не принимать, это, опять же, все же в ваших руках. Могу сказать, что еще по этой карте, для того, чтобы все было полегче, не старайтесь все делать сами. Все-таки надо какие-то обязанности делегировать. И это я знаю, что очень многие не делают это по той простой причине, что нет доверия к людям. Ну, а недоверие к людям – это прежде всего недоверие себе. Подумайте об этом. И, конечно, сами принимайте свои решения. Что же еще 100% произойдет? Конкуренция. Для тех, у кого бизнес, я вижу, что будете конкурировать, что это здоровая конкуренция. Кстати, ни в коем случае не пытайтесь принизить конкуренцию. Наоборот. Наоборот, вы знаете, когда вы близки со своей конкуренцией, идет взаимообмен. И, соответственно, выигрывает не только ваш конкурент, выигрываете и вы. И конкурентная борьба не должна быть именно борьбой. Вы, поняв тактику ваших конкурентов, найдите какую-то изюминку именно в вашем сервисе, именно в вашей подаче. И тогда вы выиграете на фоне конкурентов. Но не делайте это напористо. Ни в коем случае. Напор, раздражение, оно и, конечно же, принижение конкурентов только навредит вам. Подумайте об этом. А конкуренция будет, кстати, конкуренция может быть также на рабочем месте. Смотрите, те, кто работает на кого-то, кто-то хотел бы сесть на ваш стул, и для того, чтобы это не произошло, все-таки будьте более уверены в себе и, конечно же, понимайте, что вы должны соответствовать своей должности. А в личных отношениях, могу сказать, что конкурировать будете сами с собой. Это даже не конкурировать, а у вас могут быть ситуации, когда будете
раздражаться. Я всегда говорю об этом, выбор ваш, но раздражение, упреки и претензии никогда не приводят к хорошему результату. Человек вас не услышит, если вы будете предъявлять претензии и раздражаться. Всегда должен быть конструктивный диалог. Надо отэмоционировать, успокоиться и только потом приступать к решению задачи. Вот какие события ждут вас очень скоро.